Ребята, всем привет! Давайте начнем еженедельную встречу с традиционного видео. Я закончил музыкальную школу по классу классической гитары. Сейчас, конечно же, на ней не играю. Когда друзья играли песни, такие бренчали в 3 аккорда, я там всякие гаммы ваял, Баха какого-нибудь, Бетховена. Но прикольный был опыт. До 93-го года за Северным полярным кругом. Потом я переехал на где-то год в Нижний Новгород. Там не было квартиры, мы переехали в Иваново. И в Иваново уже осели. В принципе, в Иваново такая основная часть жизни прошла. Знаменитые гастроли Иваново, Сиэтл, Нижний Новгород. Вот это вот труппа кочующих русских программистов. Компания продавала, значит, разработчиков, и один из способов стимуляции, мотивации дальнейшего роста — это была работа за границей. Продал машину и уехал в Сиэтл, ну, потому что вот, что еще было делать в Иваново, понятно, что надо было как-то там дальше куда-то там двигаться. По сути, там каждые выходные были запоминающиеся, поскольку мы там жили в доме, такой был дом русских программистов, там были русские, украинцы, в общем, у нас там человек 7 или 8 было. Мы брали машину на прокат, вот в пятницу с утра мы ее брали, в субботу вставали и ехали куда-то там, где-то там завтракали в какой-то закусочной у дороги, ну вот все как в американских фильмах, и топили. Вот, и все это спокойно себе работаю, и под Новый год, в общем, пишет мне Бивдюк: слушай, короче, у нас тут освободилась вакансия, приезжай. Вот, думаю, ну, надо вернуться, еще пока не готов я к такому кардинальному переезду. Прилетела тетка, general менеджер, такая прям собирает всех. Говорит: ребята, дела такие, мы вас решили закрыть. И мы такие: блин, как закрыть, что закрыть? Нам тут так прикольно было, мы тут несли свет agile и экстремального программирования. Ну, действительно, команда была очень зрелая по процессам, по практикам, и люди прям были топчик. И нас решили закрыть, потому что решили нанять мобильных разработчиков в США. Ну, мобильный рынок не взорвали, как мы знаем, Intel, но нас сократили, и мы тогда, в общем, стали думать, что делать, куда податься, и решили, что надо уже что-то свое пилить. Вот еще один мем. Отправить письмо и через секунду позвонить тебе на телефон и сказать: Дмитрий, я вам письмо отправил, вы успели прочитать? И мем еще тоже полно. Это вставить картинку, скриншот из программы в вордовский документ и отправить в вордовский документ. Молодые программисты, значит, приходите работать в Додо Пиццу. Пишите нам, пишите на HR, вот, всему вас научим, agile, экстремальному программированию, и вообще лучше Додо Пиццы места работы для разработчика нет. Спасибо, Дима. Да, меня зовут Чернобаев Денис, и я работаю в команде производства. Раньше мы назывались команда продукт, с недавнего времени нас переименовали в команду производства. Вот теперь называйте нас так. Естественно, я расскажу сегодня новости за октябрь. Кто угадает, в каком месяце выручка нашей сети составила 304 миллиона 803 тысячи 351 рубль? Да, Андрей, все правильно. Я думал, это была не домашняя заготовка. Все правильно, да. Да. В октябре 2016 года выручка нашей сети составила вот именно столько. И почему я обратил внимание на это? На самом деле, каждый месяц, когда Дима Вязов обновляет данные о результатах нашей сети, как бы мы смотрим вот на эти цифры, мы уже привыкли, в принципе, что мы вот так вот растем, что мы, там, у нас выручка уже миллиард или больше. И вот в этот раз, когда я готовился к еженедельной встрече, подумал: интересно, какая выручка была, когда я пришел в компанию. И я понял, что наша выручка была 304 миллиона рублей, и за год мы приросли на целый миллиард. За 2 года, прошу прощения. То есть за 2 года наш бизнес вырос на 328%. На самом деле это просто невероятный результат, и это очень-очень круто, и надо как бы помнить о том, что на самом деле бизнес наш действительно растет очень-очень быстро. Но на самом деле, насколько это много? Много это или мало? Есть такой журнал Pizza Today, это достаточно авторитетный журнал в мире пиццей-индустрии, и он каждый год обновляет такой рейтинг топ-100 пиццекомпаний мира. Соответственно, вот топ-лист выглядит примерно вот так. Известные, в принципе, нам компании, вот, например, выручка компании Domino's, она в 60 раз больше нашей годовой выручки. И где были бы мы, да, если бы журнал Pizza Today знал о том, что мы существуем? Мы были бы вот примерно здесь. На самом деле это все равно очень круто, то есть 20-е место среди топ мировых пиццекомпаний. Но надо помнить, что вот этот путь на вершину, на самом деле, он только-только начался, и вот мы действительно в 60 раз меньше, чем Domino's. Да, соответственно, выручка наша за октябрь составила 1 миллиард 305 миллионов рублей. Это, получается, уже полгода наша выручка держится на уровне более миллиарда рублей в месяц.
За последний год мы выросли на 104%, и к сентябрю мы выросли на 4%. Интересно, вот получается за год наш бизнес вырос на 104%, если посмотреть только старые пиццерии, только в России. Точнее, в целом наш бизнес вырос на 102% в России. 104% — это глобальный рост. Если вот этот рост 102% декомпозировать, окажется, что на самом деле 58% — это наш рост за счет открытия новых пиццерий. И только 42% — это рост like-for-like. На самом деле, если углубиться в показатель like-for-like, окажется, что достаточно много пиццерий, они младше 2 лет и, в принципе, растут достаточно быстро. И если вот в эту цифру 42% углубиться еще сильнее, да, то значит, окажется, что вот есть старые пиццерии старше 2 лет, и есть пиццерии, которые моложе. Вот пиццерии старше 2 лет, они растут примерно на 28%. И если вот этот рост декомпозировать еще сильнее, то окажется, что 42% роста пришло за счет выручки, за счет роста доставки, и только 9% за счет ресторана. То есть, получается, наша доставка растет на 42% в старых ресторанах, а наш ресторан, выручка зала, растет всего лишь на 9%. Получается, что ресторан — это в каком-то смысле антидрайвер нашего роста. И если вот посмотреть динамику до этого показателя, то в течение всего года наша выручка, она like-for-like росла примерно на уровне 25%. К концу года она начала снижаться. В сентябре вот она, получается, была 29%, в октябре она была 23%. А если посмотреть не рост выручки, а именно рост количества чеков, то этот показатель еще ниже. То есть наши чеки растут на 11% год к году. 11% это на самом деле уже не 104 или там не 102, это цифра намного ниже. И почему все происходит так, почему мы растем, почему наш рост замедляется в старых ресторанах? Есть несколько основных причин. Первая причина — это то, что достаточно большое количество старых пиццерий, они уже преодолели планку 4 миллиона, кто-то уже далеко перешел эту планку. И, соответственно, расти, чем больше мы становимся, тем расти становится сложнее старым ресторанам. Вторая важная причина — это то, что на территории многих старых ресторанов начали открываться новые пиццерии. И, соответственно, зоны доставки сокращаются, и пиццериям становится расти, опять же, сложнее. Некоторые пиццерии даже уменьшаются в выручке. И третья важная вещь — это что средний доход населения, они начинают снижаться, то есть мы видим определенное снижение уровня доходов, и это также приводит к росту к снижению выручек. Но одна из основных причин, возможно, это то, что наши локальные конкуренты, наши глобальные конкуренты, такие как Макдональдс, KFC, Бургер Кинг, с точки зрения работы в ресторанах, они работают лучше, их продукт более соответствует ожиданиям потребителей с точки зрения цен, возможно, с точки зрения продуктов на одного, и это действительно наша такая серьезная точка роста. Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы приложим все усилия для того, чтобы, скажем так, найти ключ к нашему потребителю именно в зале и постараться сделать так, чтобы наш зал, рост нашего зала перестал тормозить общие показатели нашей сети. Что касается роста количества пиццерий, получается, к концу октября в нашей сети было 403 пиццерии. Если посмотреть динамику открытий, то за предыдущий квартал, то есть с января по май, мы открывали в среднем по 9 пиццерий в месяц. И за период с июня по октябрь мы стали открывать по 14 пиццерий в месяц. Это, на самом деле, достаточно неплохой результат. Если посмотреть конкретно октябрь, то за октябрь было открыто 20 пиццерий. Давайте поздравим наших партнеров в Белгороде, Истре, Можайске, Москве, Минске, Ульяновске, Ржеве, Мытищах и в Брянске. Соответственно, на текущий момент в нашей сети 403 уже открыты пиццерии, 69 находятся на этапе строительства, 24 пиццерии находятся на этапе разработки дизайна. И, соответственно, всего на данный момент у нас 789 пиццерий, которые 100% уже должны открыться, исходя из тех обязательств, которые на себя взяли партнеры. С цифрами это все. Давайте перейдем к основным таким новостям за октябрь, что произошло в нашей сети. Очень крутая новость, да, недавно Федор написал, по-моему, в канале General, да, о том, что мы пришли к такому финальному соглашению с нашими потенциальными уже действующими партнерами, можно сказать, в Нигерии. И к сентябрю 2012 года мы собираемся открыть первую пиццерию на территории африканского континента. Это нереально крутая новость. Я думаю, что где-то уже в январе-феврале мы начнем активную работу по этому проекту. Так что скоро, скорее всего, у нас появится первая пицца с бананами в нашем меню.
3%. Кто угадает, что это такое? Да, все верно. Прошу прощения. Как сделать назад? Это неуправляемая штука. Да ё-моё. Оставлю так. Да, в общем, в октябре началось и закончилось голосование среди наших партнеров о повышении маркетингового фонда. Соответственно, большинство партнеров голосовали за. Что это значит? Что теперь мы будем проводить не одну федеральную кампанию в год, а мы будем проводить 4 федеральные кампании. Наш бренд будет становиться сильнее, наши выручки будут расти. Это очень-очень круто. Крутая новость от нашей розницы. Тоже, опять же, я вот примерил через призму какого-то собственного опыта. Я вспомнил, что когда примерно год назад я пошел работать в пиццерию на Наметке, на нашей рознице было 6 пиццерий в Сыктывкаре, 1 пиццерия в Химках и 1 в Москве. То есть всего было 9 пиццерий. Сейчас в нашей рознице уже 20 пиццерий. То есть за год наша розница фактически удвоилась. И выручка нашей розницы за октябрь превысила показатель 70 миллионов рублей. То есть это уже реально очень большой розничный бизнес. Так что давайте поздравим команду Илью Фарафона, пожелаем, чтобы их рост не останавливался. Конечно, немного о продукте. Значит, в октябре наша команда закончила такой этап разработки прототипов наших рецептов для нашей новой пиццерии в Китае. Поехала в Китай, соответственно, там было очень много экспериментов. Ребята проработали огромное количество разных концептов, собрали более 20 фокус-групп, тестирований, и у нас получилось реально очень крутое, интересное меню, которое совершенно не похоже на то, что мы привыкли видеть в меню Dodo Pizza. Я думаю, что очень скоро Спартак и команда именно китайского продукта, да, они расскажут подробнее о том, вообще, что это было и что нас ждет, что ждет наших потребителей в Китае. Не буду спрашивать, что это за город, но вряд ли кто-то угадает. Да, это Минск. Соответственно, новости из Беларуси. В октябре значит, партнеры открыли последнюю пиццерию в Беларуси. Из старых пиццерий, старые пиццерии были перестроены. Открылась пиццерия в Бресте. Соответственно, всего в Беларуси у нас теперь 8 пиццерий. Выручка совокупно всех пиццерий за октябрь составила более 17 миллионов рублей. Это больше, чем 2 миллиона в среднем на одну пиццерию. На самом деле это очень круто, с учетом того, что пиццерии работают чуть больше месяца. Некоторые, на самом деле, меньше. И вот есть такой чемпион, Минск-2, выручка приближается почти к 5 миллионам рублей. Это для пиццерии, которая работает там, меньше 2 месяцев, просто невероятный результат. Мы с ребятами были в этой пиццерии буквально на второй день открытия. Там была просто толпа огромных клиентов. И это большое счастье вообще видеть, вот, когда наши пиццерии сейчас открываются и сразу получают такие действительно крутые результаты. В октябре мы запустили фактически один из первых таких наших ситуативных продуктов. Да, мы до этого уже запускали пиццу с сердцем на праздники, на 8 марта, на 23 февраля. Мы в этом году пробовали запускать острый стартер и вот на мексиканские дни. И вот Хэллоуин был такой первый большой праздник, на который мы решили запустить еще один ситуативный продукт, рулетики с тыквой. Они на самом деле показали себя очень-очень круто. Мы впервые, на самом деле, за долгое время видели такое огромное количество положительных отзывов в социальных сетях. То есть люди достаточно часто реагируют там, на какие-то новые пиццы или там, на пасту. Было много отзывов, но на рулетики с тыквой было особенно много. То есть мы видим, что людям не хватает вкусных десертов в нашей сети. Я думаю, что это будет тоже один из наших фокусов. На ближайшее время нам нужно сделать все возможное, чтобы эта категория также у нас была такой же сильной, как пиццы, например, или закуски. В октябре мы запустили первый сезонный напиток в истории нашей сети – пряный пунш. Пряный пунш также показался очень круто. Он ворвался буквально в бесчисленное количество позиций в нашей категории напитков. Там реально напитков очень много. Пунш, по сути, уступает только капучино 0,2 и 0,3. Это такие бессменные лидеры в категории кофе, которые никто никогда не может обогнать. Но пунш прям вот приблизился, он совсем рядом, возможно, скоро обгонит один из капучино. Вот, было привлечено порядка 5000 новых клиентов за неполный месяц. И, что более интересно, более 15% клиентов совершило повторный заказ буквально в течение месяца. Это на самом деле достаточно необычно для нашей сети. Такой показатель вот среди всех наших продуктов имеет только Дотстер. Вот он примерно вот с такой же частотой возвращает клиентов. Все остальные продукты, они возвращают клиентов значительно медленнее. Немного новостей о кофе. На самом деле мало кто знает, что кофе – это один из самых
скажем, один из самых выгодных продуктов в нашем меню — это генератор прибыли. В некоторых оборотистых пиццериях кофе генерирует до 20-25% от EBITDA. Это, на самом деле, очень-очень важный продукт в нашем меню. И некоторое время назад мы взяли фокус на развитие этой категории. И вот мы видим первые результаты. Получается, с сентября по октябрь выручка от кофе у нас выросла более чем на 35%. Это достаточно серьезный рост. И проникновение кофе в чек, то есть такой показатель рейтинг. Получается, сколько чашек кофе в среднем приходится на 100 чеков. И вот в сентябре этот показатель был 33,7, а в октябре он составил 37. И что интересно, что проникновение в чек растет медленнее, чем средняя выручка от кофе. Это означает, что на самом деле количество новых клиентов по кофе, оно прибавляется не так сильно, но старые клиенты начинают заказывать кофе чаще. И это, скорее всего, достигается в том числе за счет предпринятых маркетинговых усилий, но также это связано с сезонностью. Да? То есть чем холоднее становится, тем больше люди начинают покупать кофе, чай и другие горячительные напитки. Горячие. Очень важная новость. В течение всего этого года, наверное, вы знаете, мы разрабатывали новый пицца-соус. Мы поставили достаточно амбициозную цель себе, это сделать такой пицца-соус, который в слепых тестированиях будет побеждать наших прямых конкурентов, это Domino's и Papa John's. И на самом деле это оказался очень сложный проект. Мы, на самом деле, когда начинали его, даже сами не понимали, насколько он сложный. И вот сейчас мы подходим к такой вот прям суперфинальной стадии. Мы, компания Mutti, которая выиграла, скажем так, в тендере среди всех вот этих компаний, произвела лучший образец, который лучше всего показался на слепых тестах. Они произвели для нас в октябре первые 70 тысяч килограмм уже промышленной выработки. И этот соус сейчас зашел в наши первые пиццерии, то есть у нас сейчас 20 пиццерий участвуют в тесте. И где-то в середине, ближе к концу ноября мы подведем итоги, и, скорее всего, все будет хорошо. И уже в январе этот соус окажется по всей России. Я думаю, что на одной из ближайших инженерных встреч Антон Контенко расскажет об этом проекте поподробнее. Новости из мира детей, не знаю. Тамара вместе с командой неутомимо продолжают бороться за улучшение потребительского опыта наших маленьких посетителей. На самом деле это очень-очень важно. Чем более довольны дети, которые приходят к нам в пиццерию, тем чаще возвращаются их родители. Ну, конечно, это очень интересно. Соответственно, в октябре ребята запустили наклейки, такие крутые стикеры. Честно говоря, я сам бы не отказался от такого. Вот, мороженое, молодцы. Надо кофе добавить еще. И, да, без кофеина. И ребята на сайт, также у нас, получается, можно теперь купить Dodo клюв, Dodo колпак и Dodo раскраску. То есть мы, скажем, наш опыт потребительский, детский транслируем теперь не только в ресторанах, а еще на доставку. Дети могут купить себе вот такие крутые штуки. На самом деле я подписан на хэштеги всякие, там Dodo Pizza, еще что-то. И на самом деле очень много хэштегов, очень много фотографий вот с Dodo клювом, он прям мега популярен. Это здорово. Новости из ключевого проекта «Доставка». Она не про скутеры, да, она на самом деле про то, что ребята запустили очень крутую фичу. Теперь, получается, менеджер смены, управляющий, они могут предсказать, во сколько курьер вернется назад. То есть вот видите, колонка вернется, и там теперь есть время, например, 22:46. На самом деле это очень-очень круто. То есть раньше, когда курьер уезжал, мы не знали, когда он вернется, и он мог вернуться через час или два, и мы не могли объективно, на самом деле, оценить, он вообще быстро ездит там, или медленно, только субъективно. То есть, вроде бы Вася там быстрый, а Коля медленный. Но теперь мы можем объективно сравнивать ожидаемое время с реальным, и это, на самом деле, очень крутая фича, как мне кажется. Новости из ключевого проекта «Открытый рейтинг». В октябре у нас уже подключено было к возможности оценить заказ через приложение 113 пиццерий, и мы получили более 14 тысяч отзывов, и 88% этих отзывов — это оценка 5. Средняя оценка 4,74. На самом деле, мне кажется, довольно неплохой показатель для старта, но более интересно то, что мы видим теперь отзывы наших клиентов в онлайне, то есть мы можем, вот нам Ваня прислал такой гигантский файл, там огромное количество отзывов, и можно теперь видеть, что действительно не устраивает наших клиентов. Мы можем это получать в режиме онлайн там, каждый день, и на самом деле это неиссякаемый источник для улучшения, для развития.
Жду не дождусь, когда уже все пиццерии подключат себе этот инструмент, и мы сможем видеть больше данных. И на самом деле есть чемпион, это пиццерия в Брянске, у которой средний рейтинг 4,97. На самом деле это просто невероятный результат. Предлагаю похлопать партнера из Брянска. Вот, у меня на этом все. Передаю слово Даше.